вы надеетесь получить ответы на свои вопросы, когда у вас есть сильное желание заглянуть вперед и раскрыть тайну будущего, когда вам хочется рассказать о своих чувствах, переживаниях и получить поддержку о возможные решения. Все это вы можете спросить у карт, самых древних и мудрых. Карты Таро во всем своем волшебном величии и красоте воплотятся перед вами в виде прекрасных образов на сцене. Вы увидите реальные расклады карт и получите предсказания и ответы на все ваши вопросы. И все это произойдет сегодня. Добрый вечер и добро пожаловать на шоу «Карты Таро. Святилище дракона», организованное модельным агентством Unity Fashion. Пожалуйста, располагайтесь удобнее на замечательных креслах от Face Desk и получайте удовольствие от потрясающей мистической атмосферы, созданной деталями от Fantasy Illumination, а также от каждого дизайнера-спонсора Unity, кто помогал нашим моделям. Хотим выразить огромную благодарность владельцам Сима Дракон, Джио Дракон Аллен и Дарина Аллен за возможность провести это шоу и помощь в организации. Благодарим каждого участника шоу, а также всех зрителей, кто пришел сегодня. Идея шоу принадлежит Виктору Савиору, строитель и координатор сцены Орфей Пакслапис, анимирование и скриптинг Макс Львович, музыкальный стрим и русская озвучка Текилка Ирбис, идущая с английским текстом Ангел и наша почетная гостья Лиз Луна из Мексики, настоящий медиум и гадатель на картах Таро. Итак, история начинается. В обычном городе, в самом простом районе, жила-была красивая девушка. Она жила обычной жизнью, с обычными привычками, как и у всех. Очень долгое время ее преследовали странные чувства и возникали немыслимые ситуации. Ей очень нужен был правильный совет, в котором нуждалось ее сердце. Поэтому она решила посетить гадалку, предсказывающую судьбу на картах Таро. Остановившись перед дверью, она все еще сомневалась, войти или вернуться домой, потому что страшно было узнать будущее и получить ответы на свои вопросы. И как только девушка подняла руку, все-таки решившись постучать, дверь открылась сама, и мягкий голос произнес: «Проходите, мы вас ждали». Атмосфера в комнате оказалась не такой уж и пугающей, как она себе представляла. Перед ней стоял небольшой стол и 2 стула. Мимо девушки пробежали 2 дружелюбных кота и лениво расположились на подушках. Казалось, им было интересно слушать и наблюдать за девушкой с их кошачьим любопытством. Потом из-за занавески с чашкой чая вышла гадалка, мягким жестом попросив девушку сесть рядом с ней. «Я знаю, что у вас есть вопросы, и вы хотите получить на них ответы», – произнесла гадалка. «Сегодня очень удачный и светлый день, и карты Таро готовы вам помочь». Она бережно достала старую колоду и начала раскладывать карты. «Но перед тем, как мы начнем, я бы хотела рассказать вам о значении карт и древних символах, которые они представляют. Итак, внимание на сцену!» Итак, объяснение начинается с истории об эзотерическом путешествии.
И сейчас мы видим первую карту, образ которой представит нам Гирасоль. Шут. Шут начинает наше путешествие по старшим арканам. Как число 0, Шут представляет совершенство небытия и неограниченный потенциал, который есть у каждого из нас, когда мы начинаем любой путь. Он является ярким примером ума новичка, когда тот начинает что-то новое, погружаясь в процесс обучения. Шут представляет собой олицетворение жизненного опыта. Он динамичный, игривый и гибкий. Далекий от легкомыслия, Шут показывает нам, что мы всегда чересчур восприимчивы к чему-то новому и неизведанному. Хотя Шут сейчас в шаге падения со скалы, он выглядит умиротворенным и взволнованным. Его лицо поднято вверх, чтобы поймать тепло солнца. Он воплощает в себе обогащающие возможности, связанные с риском. Оставаться на месте значит застаиваться и застревать. Иногда нам нужно сделать шаг, чтобы двинуться вперед, даже если поначалу это может показаться пугающим. Большая часть образов в Шуте сосредоточена на невинности и оптимизме. Он только начинает свой путь, но это только пока. Спасибо, Гирасоль. Сейчас на сцене появляется следующая карта, образ которой представляет нам Виктор. Маг. Маг является воплощением преднамеренного действия в старших арканах. Он показывает, как творческий процесс берет идею, порыв, вдохновение или концепцию и превращает его в нечто осязаемое посредством действия. 4 символа на столе представляют 4 масти Таро. Маг использует их все в своем процессе, а окружение из пышных цветов вокруг показывает, как много щедрости может исходить от хорошо сбалансированной жизни. Маг иллюстрирует кажущийся парадокс творчества. Вы должны оставаться открытыми для идей, в то же время опираясь на реальность и желая действовать, чтобы воплотить эту идею в реальность. Открытость, сосредоточенность и чувство движения придают магу динамическое и захватывающее преимущество. Эта карта побуждает вопрошающего открыться вдохновению и погрузиться в работу, которую она требует. Маг означает время действовать с уверенностью и верой в свои способности. Умейте активно творить. Учитесь, делая, и позвольте чему-то другому, кроме эго, сиять в вашей работе. Спасибо, Виктор. А мы встречаем следующую карту, образ которой представляет нам Эмилин. Жрица. Мы видим незабываемый образ безмятежной и властной женщины. Она стоит на страже волшебного порога в человеческом образе, обладающего глубокими секретами, мудростью и ответами на все вопросы. Эта фигура находится между двумя мирами – сознательным и подсознательным. Это прекрасный баланс, но она способна проникнуть в глубину сознания, куда многие из нас не имеют доступа. Эта карта побуждает нас использовать богатство силы и проницательности. Она показывает нам, как все мы имеем прямую связь с нечто божественным, духовным, магическим. Верховная жрица олицетворяет связь с бессознательным и способность исследовать его в поисках внутренней мудрости. Верховная жрица – это всеобъемлющее изображение всех более глубоких форм мистического значения и связи. Эта карта показывает нам, как знание своей интуиции является неотъемлемой частью глубокого духовного понимания. Она показывает нам, что нам не нужны никакие титулы, чтобы быть духовным, а просто время, терпение и практика. Спасибо, Эмилин.
Пожалуйста, обратите внимание на следующую карту, прекрасный образ, который представляет нам Мия. Императрица. Императрица – это богатая карта, которая иллюстрирует силу и изобилие, которые могут возникнуть в результате искреннего взаимодействия с миром. Подумайте, что может зародиться от страсти буквально – зачатие и рождение, или фигурально – творческие проекты, искусство и так далее. Императрице не нужен величественный замок. Находясь среди природы, она символизирует мировоззрение, в котором мы являемся частью мира и поддерживаем его. Она представляет собой мягкую силу, которая работает вместе с природой, а не против нее. Императрица определенно чувственная карта. Она наслаждается жизнью и черпает силу и мудрость от удовольствия. Для нее естественно ценить красоту во всех формах, и она призывает нас использовать наши чувства, чтобы взаимодействовать с миром. Ее появление говорит нам смотреть вверх и видеть, трогать, пробовать, чувствовать и слышать то, что вокруг нас. Императрица – божественная мать, питающая жизнь. Таким образом, она может относиться к роли человека как матери или его материнским качествам. И чтобы выйти за рамки этого, она также относится к тому, как мы заботимся о себе, о наших увлечениях, нашей карьере и нашей дружбе. Спасибо, Мия. Сейчас перед нами следующая карта, воплощение которой представляет нам Хантер. Император. Император является символом власти. Он представляет организующие принципы физического мира. К ним относятся наши зоны, социальные нормы, системы верований, структуры, а также принципы науки, такие как гравитация, которые определяют, как устроен наш мир. Император – воплощение рациональности, правил и определяемых концепций. Эта карта предполагает, что правила требуют определенности и отсутствия нюансов, чтобы функционировать. Из-за его сурового вида император – одна из самых противоречивых карт. Он часто символизирует проблемы отцов и детей или в более общем смысле с самой властью. Император относится к местам, ситуациям и личностям, которые вращаются вокруг структуры и порядка. Они основаны на рациональности, уверенности и четких ориентирах. Это карта, которая может относиться к рабочим ситуациям, властным позициям и границам. Спасибо, Хантер. Сейчас на сцене появляется следующая карта, образ которой представляет нам Манто. Иерофант. Иерофант имеет дело с духовной сферой и подсознанием. Его путь состоит из традиций, структуры и правил. Эта карта чаще всего представляет упорядоченный и устоявшийся подход к духовности и процветанию. Иерофант имеет религиозный подтекст, но также может относиться к любому культурному или социальному институту. Эта карта выражает самый человеческий инстинкт искать и создавать смысл, основываясь на структуре и правилах. Он также может ссылаться на академические исследования и занятия, особенно в области философии. Подход Иерофанта состоит в том, чтобы объединить исследования с сообществом и существующими структурами. Он дисциплинирован и мудр, и не нуждается в чрезмерном признании или одобрении. Его собственной верой достаточно, чтобы оставаться преданным. Спасибо, Манто. А сейчас перед нами появляется следующая карта, и ее образ представляет нам Миньи. Влюбленные.
Карта показывает ориентир на выбор между чем-то легким и приятным и добродетельным. Мы получаем любовь и слияние двух элементов, чтобы вывести нас на новый уровень. Любовь как шаг к духовному единству, просветлению или самореализации. Влюбленные показывают нам, что происходит, когда мы объединяем взаимодополняющие элементы в союз. Нам не нужно ограничиваться романтикой, мы имеем дело с царством символов. Это может быть между людьми, личностными чертами и аспектами нашей жизни. Влюбленное не включает в себя обязательства между двумя людьми. Это также может относиться к личному путешествию человека. Это может быть прекрасным представлением о достижении целостности любви к себе. Влюбленные относятся к любому страстному объединению, которое улучшает нашу жизнь. Вдохновение, исследование и начало нового партнерства – все это появляется во влюбленных, а также классическая романтика и влечение. Посмотрите на влюбленных как на поворотный момент. Либо это может относиться к здоровому, экспансивному партнерству, либо к партнерству, которое может сдерживать одного или обоих людей. Спасибо, Минни. Сейчас на сцене появляется следующая карта, образ которой представляет нам Эдвиге. Колесница. Эта карта появляется, когда человек полон решимости победить или добиться успеха любой ценой. Колесница представляет собой преодоление препятствий с помощью решимости, сосредоточенности и силы воли. С этой картой вы будете чувствовать мотивацию, амбициозность и контроль. Сейчас самое время заняться тем, чего вы действительно хотите. На вашем пути может быть много препятствий, но если вы будете сосредоточены, сохраните самообладание и будете уверены в своих силах, вы добьетесь успеха. Колесница показывает, что вы должны следовать плану со структурированным и упорядоченным подходом. Он также может представлять собой путешествие, поскольку колесница в конце концов является видом транспорта. Колесница также может указывать на то, что вы можете действовать оборонительно или агрессивно, чтобы скрыть, что вы чувствуете себя эмоционально уязвимым. Колесница также является показателем успеха в спорте или соревнованиях. Она представляет собой поиск баланса между сердцем и разумом. Отложите любые заботы и сосредоточьтесь. Спасибо, Эдвиге. Пожалуйста, обратите внимание на следующую карту, прекрасный образ которого представляет нам Апони. Сила. Сила заключается в том, что мягкий контроль намного эффективнее жесткой силы. Сила побуждает нас принять спокойный и уверенный подход к вызовам, которые бросает нам жизнь. Мы можем получить это только через осознание и самопознание. Привязанность льва к женщине также говорит нам о том, что сила достигается за счет сотрудничества, а не абсолютного контроля и конкуренции. Женщина заслужила доверие льва. Она понимает его и его мотивы. Она хочет быть рядом с ним. Взаимность, уважение и сострадание необходимы, если мы хотим подражать этой карте. Эта карта может относиться к встрече с трудностями с терпением, гибкостью и состраданием, а также к спокойному и самоотверженному решению проблем. Спасибо, Апони.
изучаем следующую карту, образ которой приносит нам Мартина. Отшельник. Отшельник – это где старший аркан удаляется от межличностных отношений и общественного признания. Эта карта означает погружение в свой внутренний мир. Отшельник уходит от внешних влияний и следует за светом собственного фонаря. Карта Таро «Отшельник» указывает на уровень духовного знания, которого он достиг, и на то, что он готов передать это знание каждому. У него также есть глубокая приверженность своей цели и твердое осознание пути, по которому он идет. Эта карта старших арканов может указывать на то, что вы, возможно, переживаете антисоциальную фазу, когда вы просто не хотите взаимодействовать с людьми так часто, как обычно. Отшельник мудр, зрел и хорошо осведомлен и может указывать на то, что кто-то ищет услуги советника или наставника. Это время, чтобы сосредоточиться на себе и удовлетворить свои внутренние потребности. Спасибо, Мартина. Сейчас перед нами карта, воплощение которой представляет нам Н. Колесо фортуны. Колесо фортуны – это, по сути, колесо жизни. Что бы ни случилось, колесо будет продолжать вращаться, преподносить нам жизненные уроки и постоянно держать нас в напряжении. Мы никогда не сможем по-настоящему узнать, что будет дальше, когда появляется эта карта. Это напоминание о том, что все в нашей Вселенной работает циклично. У всего есть начало, середина и конец. Ничто не существует вечно, и все мы всегда оказываемся в начале нового цикла, как только завершили последний цикл. Чтобы сохранить равновесие при вращении колеса, нам нужно найти свой центр. Когда колесо фортуны появляется в вашем чтении Таро, важно помнить, что ваша судьба находится в руках Вселенной. Вы сделали все, что в ваших силах, чтобы изменить ситуацию по-своему, но теперь вам просто нужно сдаться и позволить Вселенной творить свое волшебство. Спасибо, Энн. Пожалуйста, обратите внимание на следующую карту, образ которой представляет нам Таро. Справедливость. Справедливость – простая карта на первый взгляд. Она символизирует справедливость наряду с правдой, фактами и взвешенным принятием решений. Это карта, которая имеет дело с процессом уравновешивания весов в той или иной ситуации. Для этого важно иметь твердую руку. Справедливость говорит нам, что мы должны твердо укорениться в позитивных ценностях и быть уверенными в информации, когда делаем следующий шаг, особенно когда речь идет о других. Эта карта учит нас тому, как важно оставаться твердыми в принятии своих решений, как в истине, так и в положительных ценностях, которые приносят пользу всем людям. В повседневной жизни справедливость может указывать на юридические ситуации, споры и стремление к справедливости в наших отношениях к другим. Это карта, которая советует нам играть по правилам, обращая внимание на существующие структуры, которые помогут нам достичь баланса. Часто справедливость – это наш первый урок честности и справедливости по отношению к себе. Спасибо, Таро. Сейчас перед нами следующая карта, уникальный образ которой воплотила Мартина. Повешенный. Повешенный – это карта, которая показывает нам, как внешность может быть обманчивой. То, что поначалу кажется несчастьем, на деле может оказаться именно тем, что нам нужно.
Вместо того, чтобы бороться со своим затруднительным положением, повешенный принимает его и при этом может обрести прекрасное чувство внутреннего покоя. Эта карта показывает нам, как дезориентирующие изменения может дать нам новый взгляд на жизнь. Это говорит о том, что бороться с нашей ситуацией – пустая трата энергии. Вместо этого мы должны воспользоваться возможностью, чтобы оглянуться вокруг и увидеть, как изменился наш взгляд на мир. Повешенный просит нас пересмотреть наше представление о том, что такое хорошо, а что плохо. Он может предложить вам посмеяться, а не плакать, расслабиться, а не бороться, или просто вовремя остановиться, а не бросаться вперед. Эта карта часто появляется как напоминание о том, что нам нужны отдых и размышления, а также действия и продуктивность. Спасибо, Мартине. С нашей следующей картой, образ которой создала Яша. Смерть. Хотя многие люди боятся этой карты, смерть, как правило, не означает физическую смерть. Смерть – одна из самых страшных карт в колоде Таро, и ее очень неправильно понимают. Многие люди избегают упоминать эту карту, потому что она обладает огромной силой. В большинстве случаев люди воспринимают название карты буквально, однако реальное значение карты смерти одно из самых позитивных во всей колоде. Смерть относится к безошибочным моментам изменения, а не к буквальной смерти. Эти изменения часто вызываются нашими действиями. Однако, как только они начинают действовать, они быстро выходят из-под нашего контроля. Мы бессильны перед переходами, которые приносят смерть. Смерть просит нас сдаться ее могущественным силам. Мы не можем двигаться дальше, не отпуская что-то, не давая умереть. И этот процесс чрезвычайно естественен и необходим. Карта смерти сигнализирует о том, что один важный этап в вашей жизни подходит к концу, и начнется новый. Вам просто нужно закрыть одну дверь, чтобы открылась новая. Прошлое нужно оставить позади, чтобы вы могли сосредоточить свою энергию на том, что ждет вас впереди. Спасибо, Яша. Теперь встречаем на сцене следующую карту, прекрасный образ которой создала Тилли. Умеренность. Умеренность – это баланс. Эта карта отображает мирный поток, которого мы можем достичь, если придерживаемся умеренности. Все в этой карте представляет баланс, совершенную гармонию. Ее совет – удостоверьтесь, что река безопасна, прежде чем прыгнуть в воду. Умеренность просит вас сосредоточиться на том, что действительно важно, и, соответственно, направить вашу энергию. Она показывает нам, как саморефлексия может открыть нас миру, восполняя наши способности, а не истощая их. Умеренность просит нас быть внимательными к тому, что действительно важно, и начать жить той жизнью, в которой мы верим. Это означает воздержание от вещей, которые не соответствуют нашим ценностям или высасывают нашу энергию, даже если в данный момент они кажутся приятными. Научиться отказываться от удобств, которые не обогащают нас, это сложно, но ради собственного благополучия ничего нет невозможного. Спасибо, Тилли. Теперь, пожалуйста, обратите внимание на следующую карту, образ которой представляет нам Лорес. Дьявол. Многие боятся этой карты, как и смерти, но дьявол может предложить вам противостоять своим демонам. Чем вы увлекаетесь или одержимы? Познакомившись с проблемой и назвав ее, вы можете начать процесс распутывания себя. Дьявол также может указывать на то, что вы находитесь в токсичной ситуации, и, возможно, вам нужно начать смотреть, как вы туда попали и как вы можете выбраться. Помните, цепи на фигурах ослаблены – это знак того, что как бы вы глубоко не были, выход есть. Это карта, которая полностью посвящена искушению скрыть излишества, будь то в форме физических удовольствий, таких как еда, секс и расходы, или эмоциональных,
таких как токсичные сношения. Страх лежит в основе этой карты. Когда нас сдерживает страх, мы рискуем попасть в негативные уловки дьявола. Иногда мы даже не сознаем этого, однако это иллюзия, которую создает дьявол. Вы сами контролируете свою судьбу и не связаны ничем, кроме собственного отношения и поведения. Спасибо, Лорес. Познакомимся с нашей следующей картой, образ которой создала Шторми. Башня. Башня – устрашающая карта. Она символизирует момент расплаты, который мы всегда должны испытать. Ужас, который приходит, когда стены нашей жизни рушатся. Несите радикальные изменения. Это сигнализирует о том, что пришло время снести его, сжечь дотла и выбросить то, что больше не нужно. Начни свою революцию. Если ситуация больше не работает, спланируйте свой побег. Освободите себя. Башня также может указывать на то, что шанс для нового начала близок, но сначала вы должны совершить смелый, но страшный шаг. Если что-то случится, вы готовы, вы можете не остановить это, но сможете быстрее восстановиться сами. Башня – это символ амбиций, построенных на ошибочных предпосылках. Разрушение башни должно произойти, чтобы разрушить старое и получить взамен что-то новое. Ее откровения могут прийти во вспышке истины или вдохновения. Это контраст, который помогает нам ценить хорошие времена, за что вы должны быть благодарны. Ежедневное ведение дневника благодарности может иметь огромное значение для перспективы и счастья. Спасибо, Шторми. Встречаем на сцене следующую карту, образ которой был создан Ангелинкой. Звезда. Звезда изображает глубокое чувство привязанности, которое возникает, когда мы заботимся о себе и преследуем то, что заставляет нас чувствовать себя целостным, наполненными и живым. Звезда может представлять собой начало или искру творчества и самоудовлетворения. Далекая от поверхности, звезда рассказывает о силе простого счастья. Эта чистота эмоций – важный ориентир, которому звезда говорит нам всем сердцем следовать. Это прекрасно использовать нашу врожденную творческую и духовную силу. Звезда показывает надежду, происходящие изменения к лучшему. Аркан символизирует восход солнца, но рассвет только-только наступает. Это означает, что у человека возникнут какие-либо новые идеи, которые он сумеет воплотить в жизнь. Он уверен, что вскоре наступит лучшее будущее, он мечтает, строит планы. Звезда также указывает нам, как мы можем лучше всего развить себя с помощью простых занятий, таких как забота о себе. Спасибо, Ангелинка. Пожалуйста, встречаем нашу следующую карту, прекрасный образ которой создала Оби. Луна. Луна – это царство интуиции. Это язык символов, чувств и впечатлений, а не конкретных фактов и линейного мышления. Это одновременно очень вдохновляющая карта, но которая может заставить нас чувствовать себя потерянными и сбитыми с толку. Это карта, которая заставляет нас бороться с нашими животными инстинктами и более глубокой мудростью предков. Здесь есть сила, а также способы существования, которые больше не имеют смысла в современном мире. Аркан свидетельствует о чем-то потаенном и бессознательном, когда речь идет о темных сторонах человека и его тайнах.
Карта может скрывать такую тайну, которая может вылиться опасностью. В жизни человека могут произойти неприятные моменты с проявлением эмоций. Зависть, ревность. И пока не время испытывать себя на прочность, проявлять свою смелость. Карта предостерегает человека от опасности. Она советует ему вести себя осторожно, отслеживая каждый свой шаг. А все потому, что многие события, которые будут происходить, не всегда будут подвластны человеку. Человек столкнется с непредсказуемостью. Спасибо, Оби. Пожалуйста, встречаем нашу следующую карту, прекрасный образ, который создала Джейд. Солнце. Солнце изображает славу появления в мире вашего истинного «Я». Когда мы можем принять свою природу, индивидуальность и причуды и соответствующим образом направить свою энергию, мы излучаем ослепительный свет. Для этого мы должны быть раскованы и осознавать важность отстаивания своих интересов. Мы должны верить, что заслужили момент, чтобы сиять. Когда мы достигаем этого, мы воплощаем черты Солнца, теплоту, счастье и энергию, которая поддерживает нас самих и обогащает отношения, которые у нас есть с другими. Свет – полезный способ взглянуть на эту карту. Солнце излучает свои качества, освещая окружающий мир ярким, веселым сиянием. Эта карта означает время празднования чистых и позитивных чувств, оптимизма и подлинности. Эта карта является желанным присутствием, которое предвещает хорошие результаты в большинстве ситуаций. Это показывает нам, насколько ярким может быть мир, когда мы позволяем нашему собственному свету сиять свободно, без колебаний и страха. Спасибо, Джей. Пожалуйста, обратите внимание на нашу следующую карту, уникальный образ которой создан Кейлой. Суд. Карта, появляющаяся в раскладе, говорит вам, что пришло время для некоторого размышления и оценки себя и своих действий. Эта саморефлексия поможет вам яснее и лучше понять, где вы находитесь в жизни и какие шаги вам нужно предпринять, чтобы двигаться вперед в положительном направлении. Если вас призывают к определенному пути или действию, ответьте на зов. Будьте рассудительны в это время. Изучите каждый аспект ситуации, прежде чем выносить суждения. Карта «Суд» может указывать на то, что нужно изменить свою жизнь. Если вы боролись или шли по неправильному пути, никогда не поздно это сделать. Карта «Суд» напоминает нам, что все мы столкнемся с выбором, который окажет поразительное влияние на всю вашу жизнь. Карта напоминает о моментах, когда ваши действия навсегда изменили ход вашего пути. Возможно, был момент, когда нельзя оглядываться назад. Спасибо, Кейла. Сейчас перед нами последняя карта, которая завершает мистическое путешествие и подводит общий итог всему, и создана она Орфеем. Мир. Эта карта представляет собой чувство целостности, которое приходит, когда мы сталкиваемся с уроками, которые преподносит нам жизнь, извлекая уроки из каждой ситуации и двигаясь вперед к лучшему пониманию самих себя. Мир – это карта, олицетворяющая динамичный поток, также известный как мировой танцор. Он побуждает нас двигаться вместе с миром и через него, используя потенциал, который приходит с изменениями и свободой быть в данный момент, не обремененный прошлым и ожиданиями. С
картой «Мир» человек ощутит полную победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях. Не исключено получение прибыли, наследства. Все проблемы будут разрешимыми, хорошие люди потянутся, а плохие неким образом отпадут, восстановится здоровье. Удача в судьбе будет появляться сама собой, даже не нужно прикладывать для этого максимальные усилия. Он достигнет всего, о чем только мог мечтать. Он испытает удовлетворение от того, что пазл сложился в единую картину. Спасибо, Орфей. Снова раздался голос гадателя. Теперь вы знаете значение карт и древнюю символику, которую они представляют, и мы можем перейти к вашим вопросам, ради которых вы и пришли сюда сегодня. Уважаемые гости, сейчас у вас есть уникальная возможность задать один ваш вопрос для нашей предсказательницы Лиз Луны и получить настоящий ответ, который будет прочитан в раскладке карт на этой сцене. Мы принимаем 7 вопросов в порядке очередности, их в локальном чате. Ответ будет дан голосом и записан нашей ведущей в режиме реального времени, поэтому мы просим вас проявить терпение, пока происходит чтение и ответы. Пришло время задать ваши вопросы. Hello everyone. Hello everyone, my name is Liz Luna and I'm here for ask every question you did. Okay, for the first question, Diana Peachy. When will the world end? Well, the cards say to us that it has a lot of time to end. I see that maybe in 2 months or maybe 4 months we can see the peace, but in this moment it's very complicated because there are a lot of things about the government and it's so difficult for that. But I hope the war can end in that time or in that period of time.
For the third question, honey pet. And the answer is, what message does my guardian angel have for me? In this card, I see your angel tells to you that you have a lot of protections from the other side. I see a man, a very old man, that could open your roads to successful, maybe from job, from money, or for everything you want. I saw to a lady. This lady could be your familiar or someone that could be your lucky lady, and your angel tells you that you really have a lucky star for do everything you want. Four questions. For our four questions, Kitty Amore, what does my future hold for me? Well, I see that you maybe could be have changes about emotions or something emotional. I see that you maybe have stopped from persons that tell to you that you can't do it something. In this moment, I see that you really have a good year because these years with you connecting and mix a lot of things for do everything you want. I mean, if you have projects in this year, you can be an incredible, make your wishes come true. Well, now fifth question from Falbala, and the question is, what area of my life needs the most attention right now? Well, I see you don't have a lot of things, clarity on your mind, and now you put attention basically in female figures. I see mother or somebody in this time on your life that cause a lot of problems. I see in one day, one week, or one month, you maybe have to tell them that you are ready to change your life, and it could be an effect. Okay, for sixth question comes from Aurora. The question is, what part of myself am I ignoring, denying right now? And the card says, you can see more than you really are. The card says that you have more strength for doing something creative or make
a lot of things that you really can can't believe. You need to believe in you, because in some days you don't have the strength to see that you are more than you really see from you. Well, and our last question. From Shiloh, the question is, am I on the right path right now? And the answer is, yes, you are on the right path. Maybe you eat judgment too much, and you need to trust on you more than you do in this moment. I see for you in 4 days, 4 weeks, or 4 months a project. This project could be the most important project to you in the past 1 year or 1 month. You have the answers on your hands, and just do it. Мы благодарим всех, кто пришел сюда сегодня, участников и гостей, а также всех светлых духов, что помогали нам. С любовью и благословением ко всем желаем быть здоровыми и нести свет в душе и сердце. Мы надеемся, что вы хорошо провели время здесь, в Святилище Дракона и агентством Unity Fashion, вместе с нашей замечательной командой и нашими превосходными моделями, которые вместе смогли представить вам это волшебное шоу сегодня. До следующей встречи! Пожалуйста, берегите себя и будьте счастливы и здоровы. И вас ждет светлое будущее. Спокойной ночи, спокойного дня или спокойного вечера.